10 минут клинической смерти. Тони Цикория на тот момент было 42 года. Хирург-ортопед из небольшого городка в пригороде Нью-Йорка. Он с семьей приехал в дом у озера, чтобы провести здесь вечер. На дворе стоял 1994 год. Погода была приятная и прохладная. Похоже, приближался дождь. Он вышел из дома и направился к телефонной будке, позвонить матери. Эпоха мобильных телефонов тогда еще не наступила. Все, что произошло дальше, он запомнил в деталях. Я говорил с мамой по телефону, где-то вдали шумел дождь и раздавались раскаты грома. Мама повесила трубку, а я стоял рядом с телефонной будкой, как вдруг в меня ударила молния. Вспышка поразила меня прямо в лицо. Я чувствовал, как меня откинуло назад. Помню, как вдруг оказался в воздухе, наблюдая все сверху. Я был растерян, но осознавал, что происходит. Оглядевшись, я увидел свое тело на земле, а рядом женщина, которая, пока я говорил по телефону, ждала своей очереди. Теперь она оказывала мне первую помощь, но сам я словно плыл вверх по лестнице. Я был в полном сознании. Я увидел своих детей и был уверен, что с ними все будет в порядке. А потом появился этот свет, голубовато-белый, и полное ощущение покоя. Моя жизнь пронеслась перед глазами, но в ней не было эмоций, только чистая мысль и восторг. Я ускорялся и поднимался, я сам был скоростью и направлением. И в этот момент я подумал, это самое потрясающее чувство в мире. А затем... И я вернулся. Смерть — это не переход в неведомое, а возвращение туда, откуда ты пришел. Рамана Махарши. Вероятно, это будет обычный день, такой как сегодня. Ничего особо необычного в нем не будет, за исключением того, что он закончится уже без тебя. Мир для тебя погаснет, как и ты для него. И неважно, придет ли смерть в виде внезапного удара или растворится в тебе медленно, как густой туман, все, что было важным до этого момента, перестанет быть таковым. Но будет ли страх? Боль? Будешь ли ты сражаться за лишнюю минуту здесь или примешь все как есть, без сожаления? Если этот день все еще впереди, не стоит ли узнать сейчас, пока время еще есть? Многие боятся даже думать в эту сторону. Но если ты не из их числа, приглашаю тебя пройтись вдоль этой последней черты, за которой однажды ступит каждый из нас. Что такое смерть? Ответ может показаться очевидным. Полная остановка жизненно важных функций организма с безвозвратной утратой сознания. И вроде бы все верно, но дьявол, как всегда, в мелочах. На данный момент нам известно, что смерть не наступает мгновенно, в момент остановки сердца, а разворачивается во времени, как цепочка каскадных событий. Но обо всем по порядку. Когда сердце перестает биться, оно больше не перекачивает кровь. Без крови нет доставки кислорода. Без кислорода начинается гибель клеток, особенно в мозге. Мозг потребляет до 20% всего кислорода организма, несмотря на то, что составляет всего 2% от массы тела. Каждая его клетка буквально горит энергией, и даже короткая остановка питания может привести к непоправимым последствиям. Печень может накапливать гликоген, мышцы – питательные вещества, но нейроны – нет. Они сильно зависят от постоянной подачи ресурсов. Именно поэтому при остановке сердца делают сердечно-легочную реанимацию, чтобы поддерживать циркуляцию кислорода в мозге до тех пор, пока не удастся восстановить сердцебиение. Но что происходит, когда кислород все же перестает поступать в мозг? В течение первых 10-15 секунд уровень кислорода в мозге стремительно падает. Сознание теряется, а человек теряет ощущение «я», как и способность воспринимать мир. На отметке от 20 до 40 секунд происходит нарушение нейронных мембран. Они перестают удерживать ионы калия, натрия и кальция, что приводит к резкому нарушению электрических потенциалов. Начинается деполяризация, электрическая тишина, или наоборот, буря активности, как последняя вспышка перед тьмой. Если в этот момент подключить электроэнцефалограмму, иногда можно увидеть аномально яркую активность, особенно в гамма-диапазоне, как раз ту, о которой говорят в контексте околосмертных переживаний. Через 3-5 минут отсутствие кислорода приводит к началу энергетического коллапса в клетках. Клетки больше не могут производить аденозин-трифосфат, играющий основную роль в обмене энергии в клетках. Это своего рода энергетическая валюта всего организма. Далее запускается каскад биохимических процессов, называемый ишемическим каскадом, где активируются ферменты, разрушающие ДНК и белки. Затем образуются свободные радикалы,
разрушающий клеточные структуры. И, наконец, 6-10 минут. Начинается апоптоз, запрограммированная смерть клеток, а следом за ним некроз, необратимое разрушение нейронов. Биологическая смерть мозга происходит именно здесь. Когда зарегистрирована смерть мозга, человек юридически считается умершим. Но бывают случаи, когда сердце продолжает биться даже после биологической смерти мозга. Парадокс? Не совсем. Все дело в качестве кровообращения и насыщена ли кровь кислородом. Даже если сердце бьется, кровяное давление может быть слишком низким, чтобы кровь доходила до самых чувствительных участков мозга. Это особенно опасно в стволе мозга, где находятся жизненно важные центры – дыхание, сознание, сердечный ритм. Сердце качает, но как будто в полсилы, и кровь не добегает до мозга. Иногда кровь течет по сосудам, но она не насыщена кислородом. Это происходит при тяжелой дыхательной недостаточности, удушье, отравлении угарным газом или проблемах с вентиляцией легких. Мозг, как свеча, может гореть только при наличии кислорода. Без него нейроны гибнут, даже если на них идет постоянный поток крови. Ну и, конечно, повышенное внутричерепное давление. Кровь просто физически не может попасть в мозг. Это похоже на ситуацию, когда ты пытаешься полить растение из шланга, но земля в горшке уже переполнена и вода не впитывается. При всем при этом сердце может сохранять ритм, например, с помощью ИВЛ, лекарств, искусственного кровообращения. Тело может оставаться теплым, сохранять цвет кожи и даже переваривать пищу, но при этом человека как субъекта уже нет. Мы часто думаем, что смерть – это что-то мгновенное, но нет. Умирание, как мы видим, происходит постепенно, шаг за шагом. То есть некая промежуточная зона, пауза, в которой смерть заходит постепенно, вытесняя собой саму жизнь. Такой феномен называют клинической смертью, и это еще не конец, а лишь предвестник. Но из этих пределов все еще можно вернуться, и поэтому с ней связано множество историй. Отсюда мы и начнем наше путешествие. 45 минут клинической смерти. Это случилось в Огайо в 2015 году. Брайан Миллер, 41-летний мужчина, перенес тяжелый инфаркт, после которого его сердце перестало биться на 45 минут. Врачи делали все возможное, чтобы не допустить непоправимых повреждений мозга, использовалось искусственное кровообращение. В случае Брайана это обеспечило поступление кислорода в кровь, даже когда его сердце не могло выполнять эту функцию. Также использовали гипотермию – искусственное понижение температуры тела. После того, как Брайан вернулся, он рассказал следующее. «Я оказался в прекрасном поле, которое было залито золотым светом. Неожиданно я увидел свою тещу, Кэй, которую похоронили недели ранее. Она остановила меня, взяла мою руку и сказала: «Это не твое время, тебе не нужно быть здесь. У тебя все еще есть вещи, которые ты должен сделать, когда вернешься». По словам Брайана, ему казалось, что все это заняло минут 15, а потом он увидел своего тестя, Джека, который стоял чуть поодаль и махал ему рукой, улыбаясь. Когда сердце Брайана удалось запустить, он быстро пошел на поправку и чудесным образом избежал вероятных проблем с повреждением головного мозга. И таких историй действительно много. На грани смерти происходит нечто, что позволяет видеть странные и удивительные вещи. Но что это? Гипоксия? Галлюцинация умирающего мозга? Когда мы наблюдаем за процессом умирания, мы используем приборы, такие как электроэнцефалограмма, ФМРТ и другие датчики, чтобы видеть активность мозга в реальном времени. Этого вполне достаточно, чтобы описать, что такое смерть с точки зрения внешнего наблюдателя. Но полная ли это картина? Перед нами снова оказывается эта стена, которая разделяет объективный мир и субъективные переживания. Но что если я скажу, что есть способ проверить, галлюцинация это или правда что-то важное? В 1981 году в США была официально зарегистрирована организация под названием Международная ассоциация околосмертных исследований – IANDS. Она объединяет исследователей, решивших изучать столь неоднозначную для академических кругов тему, а также людей, лично переживших подобный опыт. В их архивах собрано множество удивительных свидетельств, но одним из самых известных является так называемый случай Марии. В 1977 году женщина по имени Мария, иммигрантка, работавшая в США, была доставлена в больницу Сиэтла с остановкой сердца. Врачи смогли ее реанимировать, но когда она пришла в себя, то рассказала поразительную историю. Во время клинической смерти она осознала, что не находится в своем теле. Она видела операционную сверху, наблюдая за действиями врачей, а затем почувствовала, как перемещается вверх, выходя за пределы здания. Именно тогда ее взгляд привлекла теннисная туфля, лежавшая на карнизе 3-го этажа.
После того, как Мария пришла в себя, она подробно описала этот предмет персоналу больницы. Медсестра Кимберли Кларк Шарп, услышав эту историю, решила проверить ее слова. Она поднялась на нужный этаж и действительно обнаружила туфлю именно в том месте, о котором говорила Мария. Более того, с того места, где находилась пациентка, увидеть этот карниз было невозможно, а доступ к нему с улицы был затруднен. Это оставило Шарп в полном недоумении. Каким образом Мария смогла узнать о существовании этого предмета, если не покидала свое тело? После выписки Мария неожиданно исчезла, и все попытки ее разыскать оказались безуспешными. Однако Кимберли Кларк Шарп стала активисткой IANDS и продолжила изучать подобные феномены. Другой, не менее поразительный случай произошел с певицей и автором песен Пэм Рейнольдс в 1991 году. У нее обнаружили крупную аневризму артерии головного мозга, и для ее удаления требовалась сложная операция. Хирург, взявшийся за эту задачу, принял рискованное решение – провести гипотермическую остановку сердца. Это сложная медицинская операция, при которой пациента намеренно охлаждают до экстремально низких температур, а затем временно останавливают сердце и кровообращение. Пациента вводят в глубокий наркоз, температуру тела постепенно снижают до 15-20 градусов Цельсия, а иногда и ниже. Когда тело достаточно охлаждено, врачи отключают аппарат искусственного кровообращения. Сердце останавливается, а кровообращение в мозге, как и во всем теле, полностью прекращается. В обычном состоянии мозг очень чувствителен к нехватке кислорода, и уже через 3-5 минут без кровотока начинаются необратимые повреждения. Однако при низких температурах потребность нейронов в кислороде и энергии резко сокращается. В таком состоянии мозг может выдержать до 40-60 минут полной остановки кровотока без значительных повреждений, а иногда и дольше. Электроэнцефалограмма в этот момент показывает плоскую линию, что обычно считается признаком смерти мозга. В уши Пэм были вставлены наушники, воспроизводящие звук громкостью примерно в 100 дБ. Это сравнимо с шумом газонокосилки. Если бы мозг Рейнольдс сохранял активность, он бы отреагировал на этот звук, и это отобразилось бы на электроэнцефалограмме. Однако во время операции приборы фиксировали полное отсутствие мозговой активности. Когда Пэм очнулась после операции, она рассказала, что пережила выход из тела и наблюдала за происходящим в операционной сверху. Она смогла детально описать используемый хирургами предмет, специальную пилу для вскрытия черепной коробки, а также передать фразы, которыми обменивались врачи. Кроме того, она упомянула, что в операционной играла песня «Hotel California», которую хирурги включили для снятия напряжения. Напомню, что в ушах Пэм были наушники, что даже при нормальной работе мозга сильно осложнило бы восприятие таких деталей. Скептики объясняют такие истории эффектами гипоксии, нехватки кислорода, или гиперкапнии, переизбытка углекислого газа, которые могут вызывать галлюцинации. Однако даже при таком объяснении остается множество вопросов. Наука, несмотря на свой рациональный подход, не отрицает важность изучения этих феноменов, ведь именно околосмертный опыт является единственным мистическим явлением, которое можно изучать объективно. Современные реанимационные технологии позволяют возвращать к жизни людей, которые раньше считались безвозвратно ушедшими. А передовые методы нейровизуализации помогают исследовать процессы, происходящие в мозге в самые критические моменты. Если в будущем ученые смогут собрать убедительные данные, это может привести к настоящему прорыву в понимании природы сознания и смерти. Кристофер Керр, доктор медицинских наук, доктор нейробиологии, генеральный директор и главный врач хосписа Буффало, провел более 1400 интервью с умирающими пациентами, комментируя их рассказы о том, что они видели, слышали и ощущали в последние дни и часы. Он утверждает, что 88% его пациентов начинали разговаривать с умершими родственниками. Не во сне, не в бреду, четко и осознанно. Одна из пациенток, пожилая женщина, за несколько дней до смерти начала рассказывать персоналу хосписа, что видит у своей кровати своего отца. Он сидел рядом, молчал и держал ее за руку. Врачам она говорила: «Он ждет меня, но я пока не готова. Он говорит, что время еще есть, но немного». Женщина была в сознании, ее речь была четкой, и у нее не было признаков галлюцинаций. Каждый день она говорила, что ее отец все еще здесь, но теперь он стоит чуть дальше, как будто ждет ее решения. За несколько часов до смерти ее состояние резко изменилось. Она неожиданно улыбнулась и тихо сказала: «Теперь я понимаю. Это не конец. Это возвращение». После этих слов она закрыла глаза и спокойно ушла. Что это было? Доктор Керр и его коллеги собрали сотни подобных рассказов. Многие пациенты видели умерших родных, слышали их голоса, чувствовали прикосновения,
Для них это не было пугающим. Напротив, они ощущали облегчение, как будто их действительно кто-то встречал. Другой пациент, пожилой мужчина, находящийся в хосписе, вдруг оживился. Он уверенно сказал доктору: «Я вижу их всех». Когда его спросили, кого именно он видит, он начал перечислять своих давно ушедших родственников. Но самое удивительное, он назвал имя сестры, которая, как все думали, была жива. Лишь после его смерти семья рассказала, что сестра скончалась за несколько дней до этого, но никто не успел сообщить ему эту новость. Еще одна пациентка перед смертью описывала, как видит железнодорожную станцию и людей, которые ждут свой поезд. Она говорила: «Мне тоже пора. Мой поезд вот-вот придет». В течение нескольких часов она сильно ослабела, но продолжала улыбаться, глядя в пустоту. За несколько минут до смерти она тихо произнесла: «Он здесь». Некоторые пациенты доктора Кера рассказывали, что слышат зов. Часто звучало что-то вроде «они зовут меня, но я пока не готов». Эти «они» всегда были кем-то знакомым. Родители, супруги, даже друзья, которых они не видели десятилетиями. Зов становился все интенсивнее, но никогда не пугающим. Пациенты также подчеркивали, что их предсмертные переживания не были похожи на сны. Они описывали их как более реальные, чем даже сама жизнь. Эти моменты приносили не страх, а умиротворение, словно человек чувствовал, что все идет так, как должно. Они все на другой стороне реки, ждут меня, но вода еще не подступила к ногам, говорил один из пациентов. Образ двери, моста, реки встречаются особенно часто. Удивительно, но люди, не верившие ни в Бога, ни в загробную жизнь, в последние минуты также начинали видеть что-то необычное. Ученые считают, что это может быть механизм мягкого отключения сознания, когда мозг, зная, что конец уже близок, погружает человека в комфортные знакомые образы. Но почему у стольких людей эти образы повторяются? Почему они слышат зов и чувствуют, что кто-то за ними пришел? Если следовать материализму, то все эти образы легко можно списать на этот механизм мягкого отключения сознания. Но что если нет? Что если мы просто попадаем в ловушку собственной концепции? Эти странные свидетельства повторяются снова и снова. Разные люди, эпохи, культуры. Однако рассказы умирающих остаются пугающе похожими. Представь, что ты оказался в опасной ситуации. Боль и ужас охватывают тебя. Но в этот момент твой организм не бросает тебя, а включает защитные механизмы, чтобы помочь тебе пережить этот момент. В твою кровь выбрасываются эндорфины и энкефалины, природные опиоиды, которые перегружают рецепторы, снижая тем самым болевые ощущения и вызывая состояние эйфории. В этот момент твое зрение может стать туннельным, фокусируясь только на самом важном, чтобы избежать перегрузки психики и принимать быстрые и эффективные решения. Норадреналин, попадая в твою кровь, вызывает эффект замедления времени. Ты буквально получаешь суперспособность оценивать происходящее в разы быстрее остальных. Но каково это – не быть? Все, что нам известно о себе, это факт того, что мы есть. Мы можем видеть смерть другого человека и интеллектуально спроецировать ее на себя, но фактически мы лишены возможности пережить ее на собственном опыте. Получается, жизнь и смерть – это своего рода полюса, которые вращаются вокруг друг друга, но истинно никогда не соприкасаются. Сейчас, когда ты смотришь это видео, твой ум складывает все в единую цепь. Рождается линейная история, где есть прошлое, настоящее и будущее. Благодаря этой линейности ты и чувствуешь время, можешь его отследить. Но останови поток мыслей, и вся структура нарушается. Ты оказываешься посреди безвременного сейчас, так как нет точки отсчета. Субъективно так и ощущается смерть, так как нет мысленных объектов, от которых можно было бы оттолкнуться и тем самым создать динамику, которая в свою очередь создала бы время, а затем и чувство «я». Если задержаться в этом между мыслей дольше обычного, ты почувствуешь тот самый вкус смерти, о котором и говорили мистики всех времен. Между мысли – это вход в ту же самую реку смерти. Но пока ты еще жив, ты можешь наблюдать ее, не растворяясь в ней до конца. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Он новый. И оставьте комментарий, хотя бы один. Все, пока.